We have Bhagavad Gita, the third section of the first chapter today. Сегодня мы с вами читаем третий раздел первой главы Бхагавад-гиты. Можете погромче чуть-чуть? Я постараюсь. О, хорошо. Okay, text 24 to 43. Это стихи с 24 по 36. Sanjay vacha evam ukto hrishikesho gudakeshe na bharata senayorubayor madhye tapayitva rathottamam. Sanjay, 24 текст. Санджай сказал: «О потомок Бхараты, в ответ на просьбу Арджуны Господь Кришна вывел вперед его чудесную колесницу и поставил ее между двумя армиями». Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Арджуна назван Гудакешей. Гудака значит сон, а Гудакеша тот, кто победил сон. Под сном иногда подразумевается невежество. Иначе говоря, благодаря своей дружбе с Кришной, Арджуна сумел одолеть сон, и невежество. Будучи великим преданным Кришны, он ни на мгновение не забывал его, ибо преданные не могут иначе. Наяву или во сне преданные беспрестанно думают об имени Кришны, его образе, его качествах и божественных играх. И благодаря тому, что преданный постоянно думает о Кришне, ему удается победить сон и невежество. И такое состояние называется знанием Кришны или самадхи. Будучи Хришикешей, повелителем чувств и ума всех живых существ, Кришна знал, почему Арджуна попросил его поставить колесницу между двумя армиями. Исполнив его просьбу, Господь сказал следующее: Mataji, we again have these echo issues. Может быть, это у нас? Или у Матаджи гарнитуров нет. Простите, пожалуйста, а нам нужно выключать микрофон? Нужно выключать? Да, нужно, если вы не отвечаете на вопросы. Харе Кришна. То есть, когда вы отвечаете, вы его включаете, и потом выключаете. Иначе фон будет, эхо и вот все. Ясно, я поэтому и спросила, потому что очень много было шумов, и я видела, что не у всех выключен микрофон. Спасибо, что вы сказали. У всех они вообще подключены даже, некоторых не подключены. Okay. So why is Arjuna called Gudakesha? Почему Арджуна назван здесь Гудакешей? What does Gudakesha mean? Значит, что вообще означает это слово Гудакеша? А Гудакеша — это тот, кто победил сон. Gudakesha is one who had conquered sleep. Okay. And and also also one who sleep also means what? А сон также означает что еще? Под сном подразумевается еще какое слово? Это невежество. Ignorance. Okay. So how did Arjuna overcome this, both sleep and ignorance? Как же Арджуне удалось победить сон и невежество? Это благодаря тому, что он постоянно думал о Кришне. This is because he couldn't forget Krishna even for a moment. Yes, very good. Очень So, хорошо. do you know how he overcame sleep initially? How he became so great in fighting that he could even without seeing he became such a good archer that Arjuna could fight even without seeing. He could he could hit the target. How did that happen?
А вы знаете историю, как вообще Арджуна прославился как Гудакеша? Он же был великим лучником, и он умел стрелять, не видя цели, просто на звук. Кто-то знает эту историю, как это произошло? Actually, what happened was Arjuna, he found that one day when he was eating prasadam, he saw how he was able to eat in the dark. It was dark, and then he was still able to eat. He was able to put the food into his mouth. And then he thought that, see, because of practice, I'm able to do that. And yeah. История вкратце такова. Однажды вечером Арджуна ужинал, и вдруг поднялся сильный ветер и задул огонь. И тогда Арджуна смог продолжить есть в темноте, и он понял, что если долго тренироваться, то можно и даже не видя предмета как-то с ним работать. То есть вопрос практики. And so he thought that if I practice shooting in the dark, then maybe I can, even without saying, I can become, very good in archery, in getting my targets. И он понял, что если он может есть в темноте, значит, он может и стрелять в темноте, и начал практиковаться в этом. So this is how he conquered his sleep. So in the night, when everyone else was sleeping, Arjuna kept awake and he was practicing shooting. И вот ночью, когда все ложились спать, Арджуна не спал, вместо этого он упражнялся в стрельбе из лука, так он и прославился как Гудакеша, или покоривший сон. Okay. So as Rishikesha, Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of our armies. So, what was Krishna thinking? Why did Arjuna want to see all his, relatives? Как вы думаете, что думал Кришна, когда Арджуна озвучил просьбу вывести колесницу между двумя армиями, чтобы Арджуна мог взглянуть на своих родственников? Что Кришна подумал в этот момент? Arjuna was, why did he want to see? He already knows all the people are there, but he wants to go and see them. Смотрите, Арджуна и так знает, кто на противоположной стороне. Почему он просит Кришну вывести колесницу, чтобы еще раз взглянуть на этих людей? So Krishna could sense Arjuna's attachment. Тогда Маджа сама отвечает на вопрос, что почувствовал Кришна. Кришна почувствовал вот эти вот привязанности Арджуны. Okay, there is a note here. Another reason why Arjuna is called Gudakesha. When Arjuna was studying under his guru, Drona ordered his servant never to allow Arjuna to eat in the dusk. That means after, sunset. One night, however, the wind blew out his light while he was eating, and Arjuna continued to eat in the dark out of habit. He then realized that if he could eat in the dark, why couldn't he practice archery in the dark? From that time, he used to practice shooting at night. So he's called Gudakesha, conqueror of sleep. Can you, this thing? На самом деле, or should I say the sentence? No, I have the model. No, don't. Okay. На самом деле, вот эта вот история здесь есть. У кого есть модули по гите, я прочитаю ее. Should I read it out? They all have, is it? They all have the module. They all have the module with them? Скажите, преданно, у кого-то есть под рукой вот эти модули по гите, по которым сейчас мы изучаем? Скажите те, у кого есть. 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 Okay.
At least 3 devotees have. Yeah, I asked some extra question because Krishna could understand, and that is because he understood that Arjuna was a little attached. So that is what. Задала дополнительный вопрос его. Нет в модуле, как вы заметили, почему Кришна, что хотел увидеть Кришна? Кришна хотел увидеть, насколько привязана Арджуна, поэтому... Okay, application question is, how are sleep and material attachments reduced since we took up Krishna consciousness? Вопрос на применение. Насколько у вас уменьшилось sleep and what's reduced? Material attachments. Вопрос на применение. Насколько у вас уменьшилась потребность в сне и уменьшились материальные привязанности с тех пор, как вы встали на путь сознания Кришны? Yes, who will say this? Кто готов ответить? Кто хочет поделиться опытом своим? Насколько уменьшилась потребность в сне и уменьшились материальные привязанности с тех пор, как вы встали на путь сознания Кришны? То есть можно говорить, да? Или нужно говорить. Ага. Харе Кришна. Ну, по поводу потребности в сне, действительно, каким-то образом потребность в сне уменьшилась. То есть, да, стало легче меньше спать и раньше вставать. Regarding sleep, I actually feel that now I sleep less and it's easy to go to sleep early and to get up earlier. А вот по поводу материальных желаний тут сложно сказать, потому что до создания Кришны ты не делил желания на материальные, духовные или какие-то еще. Вот. А сейчас, может быть, даже какие-то небольшие вещи, которые есть материальные желания, их осознаешь, вот, и они как бы есть. Вот. Ну, то есть есть и такие желания. Вот. И тут я не могу сказать, стало их больше или меньше. Regarding material desires, it's difficult to say because prior to Krishna consciousness, we didn't discern material desires or spiritual desires. Now we start to understand that some desires are spiritual and some are material, so I just cannot compare. Okay. The difference between material and spiritual, somebody can say? What's the difference between material desire and spiritual desire? Кто-нибудь может сказать на тему, чем отличается материальное желание от духовных желаний? Наверное, это отличие мотива, то есть если мы хотим удовлетворить себя, потребности. The difference is the difference of motive. Material desires means that we want to satisfy ourselves, and spiritual desires when we want to satisfy Krishna. Okay, yes. So can we give an example? Now, is that okay for Prabhu, who was answering, Madana Manohara Prabhu? Can you give an example? You say about a desire and say whether that is material or spiritual. Прабhu, вот, который отвечал сейчас, может быть, просто вот разберем эту тему, да, материально-духовное желание. Может быть, вы можете какое-то желание сейчас сформулировать, а мы попробуем определить, оно материальное или духовное. Допустим, уехать в деревню, в какую-то сельскую общину и там вот жить простой жизнью. Насколько это интересно, духовное желание, насколько материальное? For example, I have a desire to move to some rural community and lead a simple life. Is it spiritual or material desire? What do you think? Are you asking everybody? Or? No. Yeah, anyone can say. Manohara Prabhu can say first. Манохара Прабху, вот вы сами для начала попробуйте ответить. Вы сами как считаете, духовное или материальное желание, а потом кто-то еще может тоже высказать свое мнение. Я с преданными иногда общаюсь на эту тему, есть разные взгляды. Одни говорят, что нет, это как бы вообще это майя, это просто можно в тамагуну включиться, то есть погрузиться
Вот. А с другой стороны, я вижу какие-то успешные примеры общин, например, как община Шиварама Свами Махараджа в Венгрии, община Ардhanasa Свами Махараджа в Индии. Вот. И они оказываются такие успешные. Хотя, нет, наверное, Ардhanasa Свами Махарадж не очень удачный пример, но вот Шиварама Свами Махарадж удачный пример. То есть, когда преданные живут простой жизнью, они живут на природе, они занимаются сельскохозяйственным трудом и одновременно мощно проповедуют. То есть, видимо, здесь ключевой ответ в том, насколько вот мы включены в проповедь. Если это просто... Сейчас, дайте мне паузу перевести. Да. I discuss this with different devotees, and different devotees have different opinions on that. Some say that if you move to the countryside, you will fall in Maya, fall in Tamaguna. Others give examples of flourishing rural communities like Shivarama Swami's community in Hungary, maybe Radhanath Maharaj community. So it seems that the most important element is preaching. If this is a preaching community, then it's okay, then it's spiritual, it seems so. Okay, yes, that's a good way to see whether you're doing it for just, okay, it is better than material sense gratification because you're trying to go to the rural community, hoping to be in Sattva-guna and so that you can advance in spiritual life. So it is better than normal sense gratification. Но смотрите, это в любом случае лучше, чем просто вести такую разгульную жизнь, полную наслаждений, потому что вы хотите переехать туда, чтобы быть в саттва-гуне. But as bhakti yogis, we are even selfless in our spiritual life. Но мы, как бхакти-йоги, практикуем бескорыстие в своей духовной жизни. And so we have to find out what is pleasing to Krishna, whenever we choose something. Поэтому, когда мы стоим перед каким-то выбором, мы в первую очередь пытаемся понять, а что больше понравится Кришне. So you can ask your guru or Siksha guru. Can you ask your guru? You got a guru? А вы же инициированный преданный, у вас гуру есть, вы можете у своего гуру спросить? Yes, you are initiated, right? Madana Mohana. Who's your guru? А кто ваш гуру Махарадж? Вы спрашивали его на эту тему? Нет, я на эту тему не спрашивал. Вот, это Гопал Кришна Госвами Махарадж. Вот. Но это больше желание такое, больше теоретическое, чем практическое. Но вот какая-то медитация в эту сторону есть. My guru is Gopal Krishna Maharaj. I never asked him about that. And actually, it's just a theoretical desire. It's not that I'm going to put it into practice right now. Okay. So that's what, if somebody wants to, these important decisions, we should always ask the guru. Потому что, что касается таких судьбоносных решений, то очень важно у духовного учителя этот момент уточнять. Then it will be, spiritual and make us progress. И тогда это будет способствовать нашему духовному росту. On the other hand, some people might be attached to staying in the farm community, even though their guru might have told them to preach. А с другой стороны, есть преданные, которым, прям очень нравится жить в сельскохозяйственной общине, хотя и гуру на самом деле хочет, чтобы они проповедовали. Then it becomes like it won't help. It becomes selfish and material. Но тогда вот это желание жить на природе, оно становится эгоистичным и материальным. You have given a very subtle example. So that's what, sometimes it's very difficult to find out the difference between subtle material desires and spiritual desires. У вас просто очень тонкий такой пример, такой очень непростой, то есть попытаться понять разницу между тонким материальным желанием и духовным желанием. They have overcome their material attachments and sleep. Have they reduced after taking to Krishna consciousness? Вопрос был, насколько у вас уменьшилась потребность с ней в материальных желаниях после того, как вы стали на путь сознания Кришны.
Are we asking other devotees to answer? Yes. What about Nikunja Leela, Kishori Mataji? Матаджи, Никунджа, Лила, Кишори, может быть, вы Мне ответите? надо ответить, да? Да, мой сон уменьшился значительно. Вот, и желания тоже уходят. Вот видно, что, допустим, по еде, да, как бы не хочется очень много разнообразной пищи, достаточно фруктов и молока. Yes, my sleep reduced, and regarding eating, for example, my material desires also reduced. I feel that for me it's enough just some fruits and milk. Oh. Вот. Okay. И по, ну, допустим, все время было там, хочу сапоги, хочу какую-нибудь одежду, да, то дошла до того, что у меня кроме сари-то, по большому счету, одеть нечего. Ну, как-то неинтересно. Previously, I had a lot of desires regarding clothes and footwear. I wanted this or that. Now I feel that just a few saris is enough. I don't even need some clothes beside that. Вот. Ты сейчас такой мотив, ну, думаешь, ну, ведь, ну, не хочется себя представлять, что ты преданный, и люди видят тебя, ты там в коробке из-под холодильника и в мешке из-под сахара. И поэтому уже с таким мотивом, чтобы, ну, просто чтобы быть привлекательной для Кришны. Even now, even if I buy some nice dress, the idea is that I'm a devotee and I do not want that other people think that devotees cannot dress nicely. So it's more a desire to do it for Krishna's pleasure than for myself. Hari Bol. That's very nice. So that's the difference between devotees becoming detached and impersonalists becoming detached. Вот в этом разница между отречением преданных и отречением имперсоналистов. Because devotees, because of a higher taste, out of love, they get a higher taste and so they give up. У преданных благодаря любви к Кришне возникает привязанность к высшему вкусу, и тогда они на фоне этого отказываются от материальных привязанностей. Whereas for impersonalists, it's very dry. They give up everything, but then, you know, life becomes very dry for them. There's nothing to substitute what they've given up. Имперсоналисты тоже отказываются от всего, но после этого их жизнь становится сухой, потому что они от всего отказываются, но взамен они ничем свою жизнь не наполняют. And also, for us, dovetailing in Krishna's service makes us also utilize everything. For example, now you're wearing nice clothes for the pleasure of Krishna, so you have not renounced the clothes, the good clothes. Поэтому для нас также важно все вовлекать в служение Кришне, то есть, получается, нет необходимости отрекаться от какой-то хорошей одежды, можно носить ее для служения Кришне. And this is what Krishna wants to explain in the Bhagavad Gita to Arjuna. И именно эту концепцию Кришна намеревается в Бхагавад-гите объяснить Арджуне. Because Arjuna thought he should give up everything and go to the forest. Потому что Арджуна думал, что нужно от всего отречься и уйти в лес. And Krishna taught him how to engage in the service of Krishna. А Кришна объяснил ему, что не надо отрекаться от всего, нужно просто все задействовать в преданном служении. Anyone wants to share anything? Может быть, еще кто-то хочет своими мыслями поделиться на эту тему? Yes, Galina Mataji, you have to Это же Галина, может, вы что-то добавите? Я не знаю, что добавить. I don't know what to say. Okay. Реально есть, и как бы трудно отличить на самом деле это. Очень бывает такая проблема, когда выбираешь между вроде как одним служением и другим, и не знаешь, какое выбрать. И это как бы больше для меня, больше степени проблема. Например, нужно выполнять задания для инициации. Вот. И
с одной стороны. С другой стороны, например, хочется пойти на хренаму. Как бы переживаешь, что делать. Или, например, есть служение, нужно выполнять служение в храме, например, готовить обед для Господа, и в то же время нужно готовиться к богослужению. Вот между этими служениями как бы разрываешься и не знаешь, выбираешь что-то, ну, как бы, вроде как больше нужно в данный момент. Дайте мне паузу, пожалуйста, я переведу. For me, it's more difficult not to discern between material and spiritual attachment, but to decide what kind of service to do, because sometimes I have to prepare for my test for initiation, and on the other hand, I would like to go on a Harinam Sankirtan, or I have to cook in the temple, but at the same time I have to conduct my Bhakti Vriksha. So for me, this is the main difficulty: what to choose, what kind of service to choose at a particular moment. You should choose both. Somehow adjust both. Выбирайте оба служения одновременно, каким-то образом делайте и то, и другое. Right? Either devotees become expert in multitasking, and they learn how to schedule their timing so that they can fit in everything. Обычно преданные, у них развивается способность в такой многозадачной среде работать, и они умудряются как-то все это совмещать и планировать свое время. Yeah? Is that okay? Or what is your comment on that? Подходит вам такой вариант или нет? Или, может, что-то хотите еще сказать? В общем-то, я как бы стараюсь так делать, просто, ну, как бы, иногда это все получается, что, ну, как бы в одно время это бывает сложно. Actually, I'm trying to do that, but sometimes different services fall on the same time, then it's difficult to combine them. Yeah. I know. Maybe you have to, that you have to make adjustments then. Maybe you can ask someone else to do your service in the temple or run your Bhakti Vriksha, and then maybe you can change the day of your service at the temple like that. Yeah. Да, мне это знакомо. Но, конечно, в таких случаях придется что-то переносить. Например, в храме служение попросить, чтобы перенесли на другой день или что-то вот в таком роде. Yeah, Krishna consciousness is never dull or, quiet. All the time we have to make choices. Сознание Кришны никогда не бывает скучно и никогда не бывает спокойно. Все время перед каким-то выбором стоим. We're all the time made to think hard. Нам все время приходится думать, что делать, и обдумывать выбор очередной. And that is why it's called Buddhi Yoga. Поэтому сознание Кришны называется Будхи-йога. And sometimes, of course, we can ask Guru and Krishna, which would be better, which should I choose, which is more important. Конечно, иногда бывает не лишним спросить у Гуру и Кришны, что мне выбрать, что действительно важно для меня. Or senior Vaishnavas. Или у старших вайшнавов. Right? It is all the time we have to make decisions. Но так или иначе, вот эти решения нам придется принимать постоянно. And all the time we have to think about what is the correct etiquette. И также при этом нужно учитывать, что должен соблюдаться этикет. And the more that we try to do that, initially it might seem very difficult. Вначале это все кажется неосуществимым, все вот это совместить невозможно. But as we keep doing, then it becomes it becomes our nature. We know how to react in different situations. Но если мы продолжаем, это становится нашей второй природой, и у нас появляется способность правильно реагировать в совершенно разных ситуациях. Because this kind of confusion happens even to great devotees. Даже великие преданные порой от таких выборов впадают в замешательство.
For example, in Bhagavatam, we find that when Ashwatthama killed all the sons of Draupadi. Например, помните в Бхагаватам эпизод, когда Ашватхама убил всех сыновей Драупади? And then there was a big discussion about what is the correct method, how to react. И там было целое обсуждение, что дальше делать, как наказать Ашватхаму. Arjuna wanted to take revenge and, kill Ashwatthama. Арджуна жаждал отмщения и хотел убить Ашватхаму. And Draupadi said, no, we should not, because he's our Guru's son. Драупади была против, мотивируя тем, что Ашватхама сын их гуру. And they both asked Krishna for advice. Тогда они обратились за помощью к Кришне. And Krishna said, you should kill and not kill. Кришна сказал, нужно его убить и в то же время не убить. How do you do that? Only Krishna can tell. Как это сделать? Опять же, нужно у Кришны спрашивать, как это сделать. So Krishna said, you take off his shika, cut his shika. That is the greatest insult, like death for a brahmana. Кришна сказал, отрежьте ему шикху, потому что для брамана это величайшее оскорбление, то же самое, что убить его. And so that way, we know how to adjust things. All the time we have these situations and we should learn how to, act in such a way that everything is adjusted. Поэтому постоянно будут возникать какие-то спорные ситуации, нужно просто учиться как-то вот все балансировать. Yeah. Any other comments? Есть ли еще какие-то соображения на этот счет? Okay, we go to text 25 then. Bhishma Drona Pramukhataha Sarvesham cha Mahikshitham Uvacha Partha Pashyaitan Samavetan Kuru Niti. 25-й текст. Перед лицом Бишмы, Дроны и всех повелителей мира Господь сказал, взгляни же, о Партха, на всех собравшихся здесь Куру. Комментарий. Находя в сердце всех живых существ как сверхдуша, Господь Кришна понимал, что переживал в эти минуты Арджуна. Употребленное в предыдущем стихе имя Господа, Ришикеша, указывает на то, что ему было известно все. Не менее важно и то, что Арджуна назван здесь Партхой, сыном Кунти, Притхи. Как друг Арджуны, Кришна хотел сообщить ему, что он согласился стать его колесничим потому, что Арджуна был сыном Притхи, сестры отца Кришны, Васудевы. Что же имел в виду Кришна, когда, обращаясь к Арджуне, сказал «взгляни на Куру»? Неужели Арджуна изменит свое намерение и откажется участвовать в битве? Кришна не ожидал такого от своего двоюродного брата, сына Притхи. Так в дружеской шутке Господь предсказал ту перемену, которая должна была произойти в настроении Арджуны. Okay, there is 25. Discuss the significance of using these names in this verse for Krishna and Arjuna, Rishikesha and Partha. What is the meaning of Rishikesh in the previous verse? Расскажите, почему в этом стихе использованы следующие имена Кришна, Арджуна, Ришикеша и Партха? И что означало вот это имя Ришикеш, оно в предыдущем стихе на самом деле употреблено? Rishika means what? Что означает слово Ришика? Rishika means senses. Ришика означает чувство. And Isha means controller. А Иша – повелитель. So why is Krishna called Rishikesha? Так почему Кришну называют Ришикешей? Потому что он повелевает чувствами. Because he controls the senses. Yes, and because of that, what did he know about Arjuna?
Да, и как повелитель чувств, что он знает про Арджуну? Ну, он знает все его мысли и что он чувствует. He knows Характер all по себе. his feelings and all his ideas in his mind. Yes. And why did he call Arjuna as specifically as Partha? И почему он, обращаясь к Арджуне, называет его Партхой? Он напоминает о том, что как бы он его родственник, здесь написано в тексте, и он не ожидал от своего двоюродного брата, что у него сомнений возникнет в самый последний момент. He wanted to remind Arjuna that they are cousins, and as it's mentioned here, Krishna never expected that son of his aunt Pritha would hesitate to fight. No, actually, yeah, Pritha means, okay, his sister's son, and that is a very good, high family. He's coming from a very great family, and so then he should not have weaknesses. Да, That's what is. здесь идея в том, что он называет его Партха, означает сын Притхи, и тем самым Кришна напоминает Арджуне о его знатном происхождении. Подразумевается, что человек, который из такой семьи происходит, не должен иметь слабостей. He is just hinting that Arjuna, I know you have some weakness, you're being very attached, and so he reminded him that you are coming from a great family. Why are you doing? По сути, Кришна говорит: Арджуна, я знаю, что у тебя есть слабости и привязанности, но тебе, потомку такого возвышенного рода, не подобает иметь эти привязанности. Do you see, when Krishna speaks, so many meanings are there. Why he uses some words, everything. Смотрите, нет ничего случайного в словах Кришны. Все, что он говорит, все имеет много смыслов, каждое слово имеет смысл. Okay, so we go to the next verse. Tatra pashyat stitham partha pitrinatha pitamahan acharyan matulan bhartrin putran pautran sakim stata swasuran suhridaschaiva senayoru bhayorapi. Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел в их рядах своих отцов, дедов, учителей, дедев по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей. Комментарий. Арджуна увидел на поле битвы всех своих родственников. Он увидел Буришраву, который был родственником его отца, деда Бишму и деда Сомадату, учителей Дроначарью и Крипачарью, дедьев с материнской линии, Шалью и Шакуни, своих братьев Дурьодхану и других, сыновей, таких как Лакшмана, друзей Ашватхаму и прочих, доброжелателей, например, Критавармы, и многих других. Одним словом, он увидел обе армии, в рядах которых было очень много его близких. Okay, so all you know these characters of the Mahabharata? Вам знакомы эти персонажи Махабхараты? Have you seen Mahabharata, all of Вы you? смотрите сериал Махабхарата? Have or anyone has not seen or read? Или кто-нибудь еще не смотрел его? Наверное, все посмотрели. I suppose that everyone has seen it. Okay, so I mean, this all these people. It is in Russia also. In earlier times, these clans, families live together, and then you have all these relatives all connected together, isn't it? Это была очень большая семья, целый такой семейный клан. И, насколько мне известно, в России тоже раньше люди жили большими семьями, такими кланами, очень много родственников, все друг друга знали. Да, так ведь у вас было? Yeah, you Да. had that. Yes. So that is why it was so difficult for Arjuna, because he was so closely connected with them. И поэтому перед Арджуной стоял очень нелегкий выбор. Его противники были на самом деле очень тесно связаны с ним.
Okay. And go to the next. Bhishma, Somadatta, Dronacharya, Kripacharya, maternal uncles like Shalya and Shakuni, brothers like Duryodhana and Lakshmana. Lakshmana was the son of Duryodhana. So he's like a son. Вот здесь Лакшмана упоминается, да, как сын Арджуна. На самом деле это был сын Дурьодхана, но поскольку они Дурьодханы были как бы братьями, он как сын был Арджуне. Okay, text 27. Tan samikshya kaunteya sarvan bandhun avastithan kripaya paraya vishtu vishidhanidam abravit. Когда сын Кунти Арджуна увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось состраданием. Подавленный, он произнес такие слова. Text 28. Arjuna uvacha drishtve mam svajanam Krishna yuyutsum samupastitham sidanti mama ghatrani mukam cha parishishyati. Арджуна сказал: «О Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а во рту пересыхает». Комментарий. Тот, кто по-настоящему предан Господу, обладает всеми добродетелями святых и полубогов, тогда как непреданные, сколь бы образованные и культурные, с материальной точки зрения они ни были, лишены этих возвышенных качеств. Поэтому, когда Арджуна увидел на поле боя своих сородичей, друзей и членов своей семьи, он преисполнился состраданием к ним, решившим воевать друг с другом. К своим воинам он испытывал страдания с самого начала, но сейчас он проникся жалостью даже к воинам вражеской армии, предвидя их неминуемую гибель. При мысли об этом его охватила дрожь, у него пересохло в горле. Их воинственный дух оказался в какой-то степени неожиданностью для Арджуны. Почти весь его род, все кровные родственники пришли сюда, чтобы сражаться с ним. Для такого добросердечного преданного, как Арджуна, это было ударом. Вот здесь не сказано об этом, нетрудно себе представить, что Арджуна не только чувствовал дрожь в теле и сухость во рту, но также плакал от страдания. Все это свидетельствовало не о слабости Арджуны, а о его доброте, присущей чистым преданным. Вот почему говорится: «Ясясти бхактир бхагавати кинчана сарвар гунаста траса масате сура харава бхактасya кутома хадгуна манорадхена сати дхавату бахи». Тот, кто безраздельно предан личности Бога, обладает всеми достоинствами полубогов, тогда как непреданный может похвастаться только материальными качествами, цена которым невелика. Причина в том, что такой человек постоянно идет на поводу своего ума и потому не может устоять перед соблазном материальной энергии. Бхагаватам 5:18-12. So here we see Prabhupada is actually glorifying Arjuna for feeling compassion for all the people. В этом стихе Шрила Прабхупада прославляет Арджуну за его сострадание к другим людям. And he is saying because he's a devotee, he is having such soft feelings. И Шрила Прабхупада говорит, что вот эта мягкость, она объясняется тем, что Арджуна преданный. So if under normal circumstances, this is correct. We should feel bad about fighting with our own people. В любой другой ситуации вот это сострадание было бы уместно, потому что, не должен человек убивать своих родственников. Right? So now the application question is, do we feel soft-hearted and compassionate towards even those who may not be favorable towards us? Вопрос на применение к этому стиху такой: испытываем ли мы мягкость и сострадание даже к людям, которые относятся к нам враждебно? Because Arjuna felt compassionate not only to his own side soldiers, but he felt even compassionate towards all the people who had come to fight with him. Арджуна был преисполнен состраданием не только к своим воинам, но и к воинам противника, то есть, по сути, ко всем людям, которые были на поле битвы. He was thinking they are all going to lose their lives, and he thought, what a waste. He felt very bad. Он понимал, что практически все они погибнут, и оплакивал эту потерю. But this is very difficult, isn't it? To feel
favorable or feel compassionate towards someone who's actually trying to harm us. Но представьте, насколько это трудно испытывать сострадание или добрые чувства к тем, кто собирается нам причинить вред. Is there any circumstance in which you felt like that? That somebody who's actually trying to harm you, but you are concerned about their well-being? Кто-нибудь может привести пример из жизни той ситуации, когда вам человек пытался навредить, а вы проявляли к нему сострадание и добрые чувства? Vinodini Mataji. Маджи Винодни, может, вы скажете? Меня слышно, да? У меня сейчас возникло такой вопрос, правильно ли переведено слово сострадание, потому что, ну, как-то у меня так перевод будете делать, и дальше? Да, I actually have a doubt that the word compassion is translated correctly here. Потому что, насколько я знаю, есть жалость, а есть сострадание. Because we know that there is pity and there is compassion. Допустим, убийцу надо наказать. И люди ведут споры. Некоторые говорят, надо его убить за убийство, а другие говорят, не надо его убивать, потому что это сострадание. For example, a murderer should be punished, and there is a discussion. Some say that the murderer should be killed himself, and others argue that he should be spared because this is compassion. И, но в то же время, насколько я знаю по ведам, сострадание как раз заключается в том, чтобы его убить. On the other hand, according to the Vedas, at least to the extent that I know, killing the murderer is compassion, actually. Для того, чтобы, ну, как бы его карма не перешла в следующую жизнь, и чтобы он в этой жизни уже, ну, как бы будет страдать, если его оставить в живых. Not to spoil his next life and even the rest of this life, not to make him suffer. Yes. Ну вот и пример из моей жизни. У нас недавно произошел такой скандал на Бхактиврикше. Одна преданная, у нее психическое заболевание, она не лечится. For example, we had a situation in our Bhaktivriksha. We had a severe conflict. One of the devotees in our group has a mental disease, and she is not doing anything to cure it. И вот были очень большие беспокойства у нас на Бхактиврикше из-за этого. И были разногласия. Одни говорили, что ее нужно оставить из-за страдания. Вот. А я настаивала на том, чтобы ее исключить из Бхактиврикши, из сострадания. And she was creating great disturbance, and we had a big discussion with that devotee. Some said that we should show compassion and leave her, and I insisted that we have to expel her from the group. Потому что я консультировалась с психиатром, который ее наблюдал, и он сказал, что если вы ее оставите на Бхактиврикше, то поскольку у нее критическое умонастроение, она будет совершать более тяжкие оскорбления и будет падать ниже и ниже в своей духовной жизни. Это психиатр сказал, да? Да, психиатр сказал. Because он преданный, он браман. Her doctor, psychiatrist, actually, he is a devotee, and I consulted him, and he said that if you leave her in the group, she will continue to degrade and commit more and more offenses. Okay, but what was the medicine for her? How could she be treated? А лечение в чем заключалось? Вы говорили, что она не лечится, а как это можно вылечить? Дело в том, что она лежала в больнице психиатрической, и потом ей назначили таблетки, ну, нейролептики, но она их не принимает, она сама говорила,
что я не принимаю эти таблетки, они мне не нужны. Хотя меня муж и сын заставляют, но я не принимаю. She was kept in the hospital for some time. Then she was released, and she was prescribed some neuroleptic treatments, but she refused to take that, although her husband and her son insisted that she should do that. Okay. I don't know that some mental diseases can be cured through spiritual methods, depression and all that. But I don't know. Некоторые психические расстройства на самом деле можно излечить духовными методами, например, такие как депрессия. Не знаю, конечно, вот про тот случай. Because many times these what these allopathic doctors give, it just makes them very dull and sleep most of the time. Но дело в том, что в большинстве случаев вот эти вот аллопатические лекарства, которые прописывают в больнице, они просто, ну, человека в такое состояние овоща погружают, он просто спит целый день. Anyway, that's another topic. But your example is good. That sometimes, I mean, we feel compassion for even, but my question was, Arjuna here was compassionate for someone who was trying to attack him, fight with him. Ну, это отдельная тема, не будем в нее углубляться, но пример у вас хороший. Вопрос был, который я задала, Арджуна, как он мог проявить сострадание к тому, кто желал ему зла, по сути, кто желал его смерти? Это ко мне вопрос, да? Because, you know, we know that they're trying to harm us. What did she say? She's asking, is she supposed to go on and answer or what? Yes, you can. Да, вы можете ответить на этот вопрос. So the question was, how could Arjuna be compassionate to those who wanted to harm him? Yes, and how can we? I mean, are we able to do that? Да, то есть, ну, вы можете просто, Матаджи, как-то, ну, продолжить, раскрыть эту тему. То есть, как Арджуна, как ему удавалось проявлять сострадание к своим врагам, и как мы можем, вот, идя по стопам Арджуна, делать то же самое. Ну, вот в том случае, о котором я рассказала, конечно, я защищала интересы группы, интересы членов нашей, преданных нашей группы, чтобы оградить их от беспокойства. Ну а насчет смерти, если мне кто-то будет угрожать смертью, то я не смогу сострадать ему. In my particular situation, my motive was to protect the group members from disturbances. And if, for example, if someone would treat to kill me, I feel that I will not be able to be compassionate to that person. А потому что я еще не преданная, у меня сердце очень жесткое, не как у Арджуны. I'm not a devotee yet. My heart is not as soft as Arjuna's heart. Yes, and Arjuna, of course, he was able to be so compassionate because he was with Krishna. So he knew he was protected. And he felt sorry for people who are not protected by Krishna. Ну да, Арджуне, конечно, в каком-то смысле было легко проявлять такое страдание, потому что Кришна был рядом, Арджуна знал, что Кришна защитит его, и поэтому Арджуна испытывал страдания к тем людям, которые были лишены защиты Кришны. Right, so if we feel that Krishna is protecting us, then we will not feel angry. Поэтому здесь ключевой момент – это чувство, ощущение того, что Кришна тебя защищает, потому что если у нас будет это чувство, тогда мы сможем испытывать страдания к другим. Isn't it?
Правда, так ведь? Yes, Dayal Prabhu, you want to say something? Дал Прабу, вам есть что сказать на эту тему? Это все так, да, действительно. Если мы чувствуем защиту, как бы, помощь старших, преданных Кришны, то, в принципе, не трудно сострадать этим людям и делать что-то для, каких-то действий совершать, которые принесут им благо. Yes, it's correct. If we feel protection from Guru Krishna and from senior devotees, then it's easy for us to conduct proper activities that would be beneficial. Yeah. So here, Arjuna was able to have these good qualities, but Duryodhana did not feel anything. See, the same situation, Duryodhana is also fighting the war with all his cousins and uncles and grandfathers, everything. But Duryodhana is not feeling so compassionate or feeling soft-hearted. И здесь что примечательно? Смотрите, Арджуна и Дурьёдхан находятся в одной ситуации на поле битвы, у каждого родственники на другой стороне, и Арджуна испытывает сострадание, а Дурьёдхан ему вообще все равно. Right? That's the difference. So Arjuna was soft-hearted because... Вот в этом разница между ними. Арджуна, у него было мягкое сердце. Мягкое сердце почему у него было? Okay, and that is why Prabhupada is saying that one who is a devotee of Krishna gets all good qualities. Потому что он был преданный. Шрила Прабхупада говорит здесь, что преданный Господа развивает в себе все благие качества. Okay, we go to text 29. Bepatuscha sharire me roma harshascha jayate gandivam shamsate hastat tvakchaiva paridahyate. Тело мое охватило дрожь, волосы стали дыбом, лук гандива выпадает из моих рук, а кожа пылает, как в огне. Комментарий. Дрожь в теле может быть вызвана двумя причинами, и то же самое относится к подъему волос на теле. Эти признаки появляются либо у того, кто переживает духовный экстаз, либо у человека, который испытывает сильный страх, возникший по той или иной материальной причине. Тот, кто осознал свою духовную природу, не знает страха. Симптомы, которые появились у Арджуны, были вызваны материальным страхом, страхом смерти. Об этом свидетельствовали другие признаки. Арджуна был в таком смятении, что выронил из рук свой знаменитый лук гандива, и поскольку сердце у него пылало, ему казалось, будто все его тело охвачено огнем. Все это было вызвано материальными представлениями Арджуны. Okay. Prabhu, what is the question asked? My computer screen is just coming up again. What is the question? Are the symptoms showed by Arjuna spiritual or material, and why? Okay, can you answer that? Вопрос такой: являются ли симптомы, проявившиеся у Арджуны, духовными или материальными, и почему? Можно ответить на этот вопрос кому-нибудь? Ну, может быть, это все-таки материальные симптомы, потому что, получается, Арджуна в этот момент забыл, что он душа, да, и он начал отождествлять себя с телом, соответственно, с родственниками, которые принадлежат этому телу. It seems that these are material symptoms because Arjuna at that moment forgot that he is a spiritual soul and was associating himself with his material relatives. And he was being afraid of death. Right? И у него также был страх смерти. Okay. So actually these symptoms, sometimes when devotees are crying before the deity, we have to see whether it is material or spiritual. Out of ecstasy, or they are crying because of material problems. Иногда бывает, что
преданные стоят перед божествами, у них тоже вот проявляются эти признаки, плакать начинают они, и тут надо тоже уметь различать, это вызвано духовным экстазом или они плачут из-за своих материальных проблем. Right, same symptoms. But А внешние симптомы одинаковые. okay. We go to text 30. Na cha shaknomi avastatum brahmativa cha me mana nimittani cha pashyami viparitani keshava. Я более не в силах оставаться здесь, память отказывает мне, и разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишь несчастья у Кришна, сразивший демона Кеши. Комментарий. Смятение, охватившее Арджуну, гнало его прочь с поля боя, а разум его так ослаб, что он больше не помнил себя. Человек оказывается в таком состоянии из-за чрезмерной привязанности к материальным объектам. Баям двитья биневеша тасьят, Бхагаватам 11.2.37. Подобный страх и беспокойство присущи людям, находящимся в очень сильной зависимости от материальных обстоятельств. Арджуне казалось, что сражение принесет ему одни страдания, и даже победа над врагом не сделает его счастливым. Большое значение в этом стихе имеют слова «нимитани випаритани». Когда человек понимает, что в будущем его ждут одни лишь разочарования, и надеждам его не суждено сбыться, он невольно задается вопросом, что я здесь делаю? Каждый печется о собственном благе, никого не интересует высшая душа. По воле Кришны Арджуна ведет себя так, как будто не знает, в чем заключается истинное благо. Истинное благо обретает тот, кто приходит к Вишну или Кришне. Обусловленная душа забывает об этом и потому страдает в материальном мире. Арджуна был уверен, что победа в сражении не принесет ему ничего, кроме горя. Okay, so there was also some notes in the previous verse. 1 minute. Can you just read that? The reasons for this computer. To verse 28, right? Yeah, yeah. Здесь у нас к 28 стиху было примечание, мы его пропустили, я сейчас прочитаю. Начиная с этого стиха, Арджуна будет приводить свои доводы в пользу отказа от сражения, а Кришна опровергать их. Эти доводы можно разделить на 5 категорий. Сострадание. Арджуна не желает убивать тех, кто любит. Б. Наслаждение. Этот мотив Арджуна не столь благороден. Он знает, что не сможет наслаждаться царством, которое досталось ему ценой жизни его родных. В. Разрушение семейных традиций. Истребление кшатриев приведет к тому, что женщины останутся без защиты, и нежелательное потомство наводнит общество. Такое потомство будет не способно совершать ведические обряды, в результате чего в ад отправятся как все члены семьи, так и те, кто ее разрушил. Г. Боязнь последствий своих грехов. Арджуна уверен, что наслаждение царством не стоит тех страданий, которые ему придется пережить из-за греха, который он навлечет на себя, разрушив семьи и убив своих старших родственников. Д. Нерешительность. Арджуна не уверен, что лучше победить своих врагов, чем потерпеть от них поражение. Под управлением Дурьодханы царство процветает. Поэтому стоит ли пандавам сражаться только чтобы вернуть царство себе? Неужели миллионы людей должны погибнуть просто для того, чтобы Арджуна и его братья зашли на престол? That's it. Yeah. Okay. So we'll be seeing how this, excuses that reasons why Arjuna says he should not fight the war falls into these 5 categories. Таким образом, все доводы Арджуны в пользу отказа от сражения, которые он будет приводить в дальнейших стихах, они будут раскладываться вот по этим 5 категориям. And we'll come back to this again once once Arjuna has finished talking about all the reasons, then we'll again, classify them into which topic each one will fit in. Поэтому сейчас мы дадим Арджуне высказаться, все свои доводы озвучить, и потом мы их снова проанализируем и посмотрим, какой довод к какой категории относится. And here, okay.
Prabhupada, why is Arjuna's compassion here? Prabhupada is saying it's a weakness. Почему сострадание And Арджуны... how he is very selfish. Почему страдание Арджуны к родственникам заслуживает порицания? Почему? Why is Prabhupada praise Arjuna's soft-heartedness in verse 28 purport and again condemn this as excessive attachment in this verse? Почему Шрила Прабхупада прославляет доброту Арджуны в комментарии к стиху 28, а в комментарии к стиху 30 порицает его чрезмерную привязанность? В стихе 28 там говорилось о том, что сострадание Арджуна связано с тем, что у него очень мягкое сердце, как сердце преданного. А в 30 стихе говорится о том, что его сострадание, оно связано с его материальными привязанностями, которые, материальные, они не духовные. In verse 28, it's mentioned, Prabhupada mentions in the purport that Arjuna's compassion was because of his soft-heartedness as a devotee, and in verse 30, Prabhupada states that this compassion has material nature, it's not spiritual. Yeah. So why is he doing that? Why is who doing what? Prabhupada? Why is Prabhupada? Yes, Prabhupada praising him one time and then another time condemning it. Да, но почему Шрила Прабхупада в одном стихе прославляет Арджуну за страдания, а буквально через стих он его порицает за то же самое страдание? Может быть, потому что в том стихе его сострадание направлено на других, а вот в этом стихе на себя направлено. Maybe because in verse 28 this compassion is towards others, and in this verse Arjuna is feeling compassion to himself? No, this feeling here also, because of compassion only, he's feeling all this. I'm forgetting myself, my mind is reeling. All this is because of his compassion. Нет, в этом стихе тоже речь о сострадании по отношению к другим. Он же из-за этого сострадания у него там разум, память отказывает, разум помутняется и так далее. Does it mean not be compassionate? Что, получается, вообще нам нужно изжить себе сострадание полностью? Вот в 27 стихе говорится, что у Арджуны как проявлялось сострадание? Он чувствовал, что у него ноги подкашиваются и во рту пересыхает. А в 30-м он уже разум потерял. Память ему отказала, разум помутился. То есть это уже чрезмерное сострадание, которое лишает разума человека, а значит и сознание Кришны. Человек просто забывает о Кришне. In verse 27, it's mentioned that Arjuna could not even stand, and he was feeling a burning sensation. And in verse 28, he is already forgetting himself. So it seems that the reason is that this state is too much. He is losing his Krishna consciousness altogether. Yeah, in one sense. But actually, it is just to show that we have to be materially compassionate. Sometimes, for example, can you think of a situation where you have to show material compassion to people? Ну да, то, что вы говорите, тоже здесь присутствует, но основная идея в том, что материальное сострадание, оно уместно в каких-то ситуациях. Может быть, вы можете привести пример, ситуации, когда уместно материальное страдание? Maybe your family is asking you to do something, take care of them. They are not devotees, and they want you to spend some time with them. And then you feel very compassionate, and you stay and spend some time with them. Ну, такая может быть ситуация, у вас родственники, они не преданные, и они просят, чтобы о них позаботились или провели какое-то время, и вы чувствуете к ним сострадание. So is that correct or wrong? Вот уместно такое проявление страдания?
Yes, it's correct. Okay, but suppose I say that you're too attached. Why didn't you do, your devotional service? Why have you stopped chanting? Why are you not coming to the Bhakti Vriksha? Then Хорошо. you'll feel guilty. If you say this to your relatives or... No. Suppose, you are doing that, okay? Suppose you are staying at home and taking care of your family. Mm-hmm. And then I praise you, very nice, you're taking care of your family. And then another time I say, you're too attached to your family, you've stopped chanting properly and you're not coming for the programs. I got it. То есть, смотрите, вот, допустим, вы так решили позаботиться о родственниках, и я вас хвалю, какие вы молодцы, вот прямо хорошо, что вы сострадание к родственникам проявляете. А потом, спустя какое-то время, я вас за то же самое начинаю ругать. Сказать, ну что ж такое, вы уже джапу перестали читать, на Бхакти Врикшу уже не ходите, до чего вы уже докатились здесь? Вы понимаете, да, аналогию? So, you see, we have to do our material duties, but not at the cost of our spiritual. Поэтому мы должны выполнять свои материальные обязанности, но не в ущерб духовным обязанностям. So, Arjuna was trying to be compassionate to his relatives, but here this was a spiritual war. They were, because they were on this wrong side, on the side of adharma, they had to be killed, and Krishna wanted it. Поэтому, so that is why. С одной стороны, тут было, конечно, место для сострадания, все-таки были родственники Арджуны, с другой стороны, это была духовная битва, судьбоносная, и противная сторона, по сути, стояла на стороне Адхармы, это была воля Верховного Господа, чтобы Арджуна убил этих людей. And so when there is a choice, when there is a choice between material duty and spiritual duty, and they both are clashing, then we should give preference to which one? И когда возникает такая ситуация, когда духовные обязанности и материальные вступают в противоречие и являются взаимоисключаемым, что мы должны предпочесть? Какие обязанности, духовные или материальные? Духовные. Spiritual. Yeah. That's why, because that is why Prabhupada is first praising Arjuna, and because he was being very materially very nice, compassionate. But when it was a comparison between his spiritual duty and material duty, he was leaning towards his material, and that is why he is condemning him. Да, Шрила Прабхупада вначале хвалит Арджуну за его материальное сострадание, это хорошее качество, но потом у Арджуны явно начинается крен уже в сторону материального, и поэтому Шрила Прабхупада через несколько стихов начинает его уже за это порицать. Can you think of some situations where it is like, like something like this? Materially, you have to do it, but, but then spiritually, when it comes, you have to do something else. Придумайте какую-нибудь ситуацию, когда какие-то обязанности с материальной точки зрения вы должны выполнять, но с духовной точки зрения это не стоит делать, а лучше стоит делать что-нибудь совсем другое. Ну, как вариант, это может быть, допустим, поминки, да, как у нас в России принято пить со всеми спиртные напитки. Ну, то есть с точки зрения такой мирской, да, это вот такой долг, но с точки зрения духовной жизни это глупо. For example, in Russia we have a tradition of having a death feast or funeral feast, and part of tradition is to drink alcohol to honor the deceased person. And if we come to such a ceremony, our relatives may insist that we drink together with them
It may be good from the point of material compassion, but it's not favorable for spiritual life. Okay. Yeah, that's right. Okay. That is similar situation. And then sometimes we praise, for example, we may be, it is good to praise people, praise devotees, for example. But then when we find that that praise is not good for them, maybe they're becoming puffed up, then we should not praise, because then it will, so that we have to be sometimes tell the truth to them. And, for example, the guru, he sometimes chastises, and that is, for a spiritual reason. Вот другой пример. Известно, что очень благоприятно прославлять преданных, но иногда бывает, что когда вы слишком много прославляете преданных, это уже идет им не во благо, они начинают гордиться, и если вы будете дальше прославлять, то для них это будет совсем плохо, и поэтому в такой ситуации лучше сказать им правду, все как есть. Именно по этой причине гуру, он не только хвалит учеников, но он также еще их ругает периодически. Did you say I acknowledged what they said about the drinking part? That was also correct. No, I'll say. Но вот пример с поминками вы привели хороший, он прям как раз в точку был. Okay, we go to the next verse then. Just one last verse. Yes. Okay. न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. Последний на сегодня, 31 текст. Я не понимаю, какое благо я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшееся такой ценой, не нужны мне, о Кришна. Комментарий. Не зная, что истинной целью жизни является Вишну или Кришна, обусловленные души ищут счастья в материальных плотских отношениях. Ослепленные ложными представлениями о жизни, они забывают даже о том, как надо действовать, чтобы обрести материальное счастье. Арджуна как будто даже забыл о кодексе чести кшатрия. Известно, что две категории людей – кшатрии, которые погибают на поле боя, и люди, отрекшиеся от мира и целиком посвятившие себя духовной практике, удостаиваются права попасть на Солнце, самую могущественную ослепительную из планет. Арджуна не желает убивать даже своих врагов, не говоря уже о родственниках. Он считает, что смерть сородичей не принесет ему счастья, потому не хочет сражаться, точно так же, как сытый человек не испытывает никакого желания готовить. Разочаровавшись во всем, Арджуна уже решил уйти в лес и стать отшельником. Как кшатрию, ему, чтобы получать средства к существованию, необходимо править царством, поскольку кшатриям не подобает заниматься ничем другим. Однако у Арджуна нет царства, обрести его он может, только победив в битве двоюродных братьев и отвоевав у них царство, доставшееся ему наследство от отца. Но именно этого он и не хочет делать, поэтому Арджуна считает, что у него нет другого выхода, кроме как уйти в лес и жить отшельником. So, what was Arjuna's real self-interest? Что является для Арджуны истинным благом? Следует наставлениям Кришны. To follow Krishna's instructions. Тут на самом деле Yes, and fight. We have a problem here because the translation of the module does not fit with Russian translation of the purport. Sometimes devotees cannot understand to which part this question corresponds.
Я просто скажу пару слов, преданный. Этот модуль, здесь могут вопросы немного сбивать с толку, просто в силу того, что перевод тут не синхронизирован с гитой. Например, вопрос здесь у нас был, что является для Арджуны истинным благом. Это на самом деле вот первая строка, что является истинной целью жизни для Арджуны, поэтому, ну, вот, к сожалению, нам придется сейчас с этим жить, поэтому не всегда понятно, что имеется в виду. Okay, I just explained to the devotees that there may be a difference of understanding of the questions. No, you're saying the questions are different or the purport is different? No, the questions are paraphrasing sentences from the purport, right? Like with the self, yes. but there is a different. It was translated without using the sentences of the purport. Sometimes devotees cannot get the idea what they should answer. Okay. Okay, what was really good for Arjuna to do? What was really, what was in his own interest? What would be the best for him to do? Поэтому вопрос такой, ну что вот хорошо было для Арджуны, что вот соответствовало бы его истинной цели жизни, какой образ поведения? As a Kshatriya. Для него, как для кшатрия. Как для кшатрия ступень в бой. For kshatriya, it would be beneficial to engage in the fight. And why is that? Погибнуть на поле боя, попасть. To die on the battlefield and to attain the heavenly planets. Либо победив, править государство. Either be victorious and rule the kingdom. Okay. And why was his attitude of frustration not according to this? What is good for him? Почему его отчаяние не имеет ничего общего с тем, что действительно могло бы принести ему истинное благо? What will happen by his, he doesn't want to fight. So what's going to happen to him? Ну, смотрите, Арджуна отказывается сражаться. Что его ждет в результате этого? Ну, ждет два момента. То есть он не исполняет свой долг, да? То есть таким образом он на адские планеты может попасть. И другой момент, то что, кто ему поверит, что он из сострадания не вступил в бой, его позор ждет. First, he is not performing his duty to rule the kingdom, and due to that, he may go to hell. And the other point is that nobody would believe that he refused to fight because of his compassion. Everybody will think that he was afraid and will disgrace him. Yes, that's right. So, and this is actually, to think about Arjuna is easy. But when we have to take decisions, do we have firm faith that Krishna is the cause of our material happiness? Ну, конечно, сейчас вот мы читаем про Арджуну, нам-то все легко и понятно становится, как он должен поступать. Но вот мы в своих личных жизненных ситуациях, нам хватает веры в то, что Кришна нам поможет, если мы будем поступать правильно? Do we have faith that if we do what Krishna wants, then even materially we'll be happy? У нас есть твердая вера в то, что если мы будем делать то, что хочет от нас Кришна, мы будем счастливы во всех отношениях, включая материальные отношения. Да, мы верим в это. Yes, we believe in that. Okay. Can you give an example how it happened? А можете какой-то пример привести, вот когда у вас была в это вера, и так оно и произошло? Ну, таких много было примеров. Я когда оформляла себе пенсию, я была жителем Казахстана, потом вернулась в Россию, на свою родину, где я прожила всю жизнь, и в Казахстане жила временно. Будете переводить, то можно. Actually, I had quite a few of such instances. For example,
I am a citizen of Russia, but for some time I lived in Kazakhstan, and then I returned to Russia, and I have to apply for my pension. И у меня было очень много проблем с оформлением пенсии, с пропиской. Мне полиция грозила депортировать меня обратно в Казахстан, например. Или мне была угроза дать минимальную пенсию, на которую невозможно прожить. And actually I had a lot of problems with all these documents, and at some point I was risking to be deported back to Kazakhstan, or I could be given a minimal pension that I couldn't live on. И мне пришлось предаваться Кришне. Я когда шла куда-то, в инстанции, я всю дорогу повторяла: Кришна, помоги, Кришна, помоги, Кришна. У меня было постоянное памятование Кришне. And I had to surrender to Krishna when I was walking to all these offices. I was constantly praying, Krishna, please help me, please help me. И в результате все устроилось хорошо. Я теперь живу в России. Мне дали квартиру бесплатно от администрации города. Мне дали хорошую пенсию. Кришна все устроил. And miraculously it turned out fine. I was not only given a good pension, I was also given a free apartment from the city administration. Haribol. Yeah. Anyone else wants to share how by surrendering to Krishna and following him, even materially will be? Кто-то еще, может быть, хочет поделиться своим опытом того, как вы предавались Кришне, следовали его наставлениям, и даже в материальном плане у вас все становилось хорошо. Sometimes devotees feel, other materialistic people say that your people are doing all these devotional service. So you are wasting your time. Instead, if you earned more money and, took care of yourselves more, you'll be happier. Наверняка у вас были ситуации, когда люди мирского склада вам говорили: ну что вы занимаетесь преданным служением, вы тратите время, лучше бы, как-то сказать, о себе позаботились и были более счастливы тогда. And why do devotees still do devotional service? Почему, несмотря на это, преданные все равно продолжают заниматься преданным служением? Yes, who has not spoken? Nikunja Vasini has left. Oh, okay. Vladimir Prabhu. Vladimir Prabhu, может, that is you or someone else? No. This is Vladimir from Rostov. Okay. Да. Отвечайте. Yes. Владимир Прабhu. Вопрос задали. Maybe you can repeat the question. А повторите, пожалуйста, вопрос. Can you repeat the question? Вопрос. What is he saying? He's asking to please repeat the question. Okay. Do we have the faith that even if we do things which are, we give importance to spiritual life, then even materially will be taken care of, because sometimes materialistic people think that we are wasting our time. Then how do we think? Why do devotees still do devotional service and not listen to them? Вопрос такой. Есть ли у вас уверенность в том, что если вы будете вкладываться в духовную жизнь, то и в материальном
отношении вы ничего не потеряете, потому что иногда бывает, материалистичные люди упрекают нас и говорят, что вы не тем занимаетесь, нужно, ну там, не знаю, как-то ради материальных целей трудиться. Почему преданные не слушают вот эти вот советы и продолжают заниматься преданным служением? Почему у них есть вот эта вера в то, что Кришна о них позаботится? Ну, вера, конечно, есть, но, конечно, она не такая полная, что вот все именно так будет. И ну, вот и ну, как бы включаешь как бы уже свой разум и ну как-то вот ну решаешь материальные свои дела на уровне своего разума. Вот. I have this faith to some extent, but still I believe that we should also use our intelligence to settle out our material problems and material duties. Yes, of course. Arjuna was also doing his material duty. The thing is, material duty without Krishna. That's what I'm talking about. We need to depend on Krishna even when we are doing our material duty. Да, Арджуна тоже же материальную обязанность здесь свою выполнял. Тут вопрос в том, что даже в материальных обязанностях, в их выполнении мы зависим от Кришны, а не то, что мы материальные обязанности искать. Сами по себе выполняем без Кришны, да? Ну, просто тот момент, что, конечно, нужно быть материальные обязанности выполнять максимально добросовестно, чтобы это, чтобы Господь доволен, что ты выполняешь дхарму. В этом смысле связь с Кришной ну, сохраняется, и это будет правильно. I think that even material duties we have to perform in good faith. Then we will have this connection with Krishna and he will be satisfied with us. Okay. Yeah. Okay. Anyone else wants to add something? Может быть, кто-то хочет добавить что-то к уже сказанному? Olga and Satyajit Das. No, not that. Yes. Да, ну, я хотела бы сказать, что в моей жизни это материальные проблемы Кришна точно решал. Могу привести просто пример, что у меня было несколько мест работы, и в какой-то момент я потеряла просто достаточно серьезную работу, на которой я много времени там пребывала и достаточно сильно уставала, но была к ней очень сильно привязана. Сейчас, дайте мне паузу, пожалуйста. I had this examples when Krishna was helping in material ways also, because at some point I have lost few of my jobs. One of my job I was very attached to that because I have given a lot of time to it. Мне было сложно совместить это с ведением бхактиврикши, и в какой-то момент я потеряла эту работу, и у меня осталась одна работа, которую я раньше не расценивала как, ну, как это сказать, ну, достойную, наверное. Нет, не достойную, а могущую компенсировать все, скажем так. И, ну, вкратце я постараюсь. В итоге она осталась одна, она меня полностью обеспечивала, и у меня появилось время на бхактиврикшу, на ведение бхактиврикши. So I had few jobs, and it was difficult to combine them with conducting bhaktivriksha. So I had to quit my favorite job, and one of my jobs remained. The one that I didn't consider important or fulfilling, but somehow this job that remained, it allowed me to conduct bhaktivriksha, and even it allowed to earn enough money. Ну, такая ситуация приносит на самом деле больше удовлетворения, чем попытка как-то больше работать. То есть время занято, но при этом удовлетворение больше, и понимаешь, что ты в служении больше находишься. И
в целом это радует. And now I'm completely occupied, and I feel more fulfillment, more satisfaction. I can pay more attention to my spiritual duties, and on the other hand, I have my job also. Hari Bol. Very nice example. Это очень хороший пример. Okay. So should we stop now? Ну что, остановимся на этом тогда. Yes, Prabhu. Sachitane Prabhu. Should we Харе stop? Кришна. Ну, мне кажется, все счастливы. It seems that everybody is happy. Это такое проведение, оно, мне кажется, сильно усиливает веру. Ну, I feel that these study classes are greatly increasing our faith. У меня просто были вопросы, может быть, по самому формату, вот, по проведению, потому что у нас немножко обучающий формат здесь. I actually have a few questions about the formats of our online study. Maybe you can answer those questions. Okay. Задавайте. Ну, например, вот было задано домашнее задание в прошлый раз. Нам, как вот, допустим, нужно ли спрашивать у подопечных, как у них получилось ли на них ответить на эти вопросы? For example, we were supposed to do our homework from the last seminar, and yes. when we are giving homework for our listeners, when we conduct the same seminar, how should we ask about it every next? You know, actually, you should ask in the beginning, and I'm sorry I didn't do that. So have you written the answers for your homework? Я прошу прощения, что не спросила про домашнее задание. На самом деле это в начале делается перед семинаром. Итак, сделали ли вы домашнее задание? Написали Yes, домашнее задание? Я не сделала. I haven't. Anybody's written? Хорошо, кто сделал? Может быть, там нужно было письменно, да, отвечать? We had to do it in writing. Или можно было... Yes. О. Да, письменно. Письменно не ответил. Okay, so you have the questions with you? Ну хорошо, у вас под рукой есть вопросы домашнее задание? I have it. I can read it out. Okay. Should I read it out? Yes, please. All three or just one by one? One by one. Итак, первый вопрос был. Перечислите все случаи, когда Дурьодна демонстрировал свои дипломатические навыки, чтобы вдохновить воинов своей армии. And what was the second question? Signs of victory, no? Второй, перечислите все признавания победы пандавов. Yes. Yes. Or you want to do it orally? Вы хотите It's better to write. Лучше, конечно, в письменном виде отвечать на них. Да, вот сейчас это понятно, потому что так не было просто задан формат, то есть нужно письменно ответить, потому что сейчас как бы проще было бы отвечать. Yes, now I got it. If we had it in writing, then it would be easier for us to answer right now. Okay. Can you show it, Prabhu, on this thing so that they can answer? But the thing is, everyone will not be able to. I mean, normally when you are conducting a study class, you please ask everyone to write and come, because only then all of them, otherwise just one or two will give the answer. Очень важно, когда вы даете домашнее задание после семинара, просить, чтобы все сделали домашнее задание. Иначе, если вы не попросите, ну там 1-2 человека в лучшем случае сделают, и вы будете потом спрашивать, задавать вопросы, и вот эти 1-2 человека-то они одни и будут отвечать. Okay, what I will do is, I will ask questions in the next class.
I will ask orally questions in the next class, so you please read and come. Поэтому мы сделаем так, на следующем семинаре, ну вот так вот, вслух, в аудиорежиме я вам задам вопросы. Is it possible for you all to write also? Ну, вы могли бы также в письменной форме сделать? Наверное, как вот по факту это даже лучше, наверное, потому что сейчас отвечать не You mean the same homework that we didn't do for today? Yes. So we just switch it to the next study class. Yeah, because it's better if it's written down. Because if you ask orally, only one or two will answer. Хорошо, то есть первый момент это то, что если когда вы сами проводите семинары, просите, чтобы в письменном виде приносили домашние задания, а у нас здесь на нашем семинаре домашние задания в связи с невыполнением переносятся на следующий раз. То есть в письменном виде, пожалуйста, имейте у себя его готовым. Будут задавать вопросы. So for the next study class, they will do the homework in writing. Okay, which is on? Okay, when is the next study? Когда у нас следующий Сачтанай Прабhu? Пятницу. Next Friday, next week. Okay, because there was a gap, I think that's why people, forgot about it. У нас просто был пропуск в вебинарах, наверное, поэтому преданные забыли сделать. So they have the questions. They have the questions with them. Вопросы у всех есть, да, Шачтанай Прабhu? Вы там запостите куда-то в группу вопросы, домашние задания. We will post them. Okay. Они под видео находятся у нас записано. И я еще раз рассылал тоже. У кого нет вопросов, Шачтанай Прабhu, обращайтесь, он вам даст. Рассылку вот когда делаю сейчас, рассылку, там указано в конце поста. They have the questions. Okay. Yeah, please write. It will be interesting. And then, you'll remember all the points. Напишите, во-первых, это будет интересно, а во-вторых, у вас, в памяти это сохранится, вы будете иметь под рукой ответы. Еще вот один вопрос есть, тоже можно. Давайте. По поводу формата. Хотелось понять, допустим, вы говорили, что мы можем проводить Бхагавад-гиту какое-то время, пока преданные, не научатся, не почувствуют себя уверенно, проводить у себя в дарах такой формат. Потом можно, допустим, когда время какое-то, на это потратим, может быть, можно и мы перейти к Шримад Бхагавату, допустим, потому что у нас по ним модулей вообще нет. So the question is, he has this idea that for some time we can go on with a Gita study class, and maybe after some time we could switch to Bhagavatam study class when devotees get used to Gita and they would know how to conduct themselves, because on Bhagavatam we don't have any models, any mentors. Okay, we'll do that. We'll have a Bhagavatam modules also. Да, по Bhagavatam тоже модули у нас будут. So you have, this is my question, you have these models on Bhagavatam? Bhagavatam, for first two cantos, I have some questions. Not in the form of module, just questions. Yeah, modules, every verse we see, and then there are questions to discuss about that, just like Bhakti Viksha. It is in the form of modules, because all the verses are there, and the purports and the questions. Then it would be nice if you can send it in advance, then we can have Russian translation. Я сказал, что, то есть, я так понял, что тоже в формате модулей, там вопросы есть, я попросил заранее переслать, чтобы у нас на русском языке хоть что-то было тогда. And actually, Mataji, if you can send these application questions, if you have them in a file or whatever, it would be very helpful also. Okay. Yeah.
Okay, sure. Я также попросил вопросы на применение по гите тоже, чтобы мы могли их заполучить. Тогда, может быть, это, наверное, будет уже верх совершенства. Может быть, и почитание Чаритамрити уже есть готовы. And this would be top-notch if we then move to Chaitanya Charitamrita study class at some point. Okay, sure. Very nice. Тогда еще такой вопрос. Вы говорили, что есть сайт, где у вас выложена информация. Можно ли скинуть ссылочку? Chaitanya Prabhu is asking a link to that site. Do you remember this? Bhaktivriksha dot something. I didn't. Yes, yes. Shall I send it to you now? How the Zoom or Yes. Okay. Whatever, because we didn't get it orally. Okay. I'll send it to you now, Prabhu, in your thing. Huh? Okay. Yeah, I'm sending it to you now. Да, сейчас пришлют, мне пришлют, я потом поделюсь, когда пришлют. Так. Все, в принципе, вопросов пока больше нет. Спасибо. I'll send it. Ага, Oh, все. 1 minute. Sorry, wait. Vriksha. Sorry, wait 1 minute. Окей, I'll fix that, not a problem. Так, все, ссылка у меня есть, преданная. I'll send it properly. Можете в чат отправить сюда тоже. Chaitanya Prabhu, я отправлю вам, вы сами уже отправьте, куда сочтете нужным, хорошо? В какие чаты там? So Chaitanya Prabhu has no more questions. Okay. Okay. У меня вопрос по Бхагавад-гите можно задать? А можно вот попросить видео включить Према Падмини? Mataji Vinodini has got a question on Bhagavad Gita. Yeah. А Кришна знал, о чем думал Арджуна, когда просил вывести колесницу между двумя армиями. А вот для чего это сделал Арджуна, я вот сколько лет и не могу этого понять, потому что вы же сами вначале сказали, Матаджи, Према Падмини, что Арджуна он уже знал, кто его враги. Это же было заранее известно. А зачем он вот это все-таки сделал? Или это ему Кришна просто из сердца, как Параматма, заставил это сделать? We know that Krishna knew Arjuna's mind when Arjuna was asking to put the chariot between the two armies. But why did Arjuna want to see them? What was his intent? Or maybe Krishna's super soul was instructing him to do it, just to set the scene. Why did Arjuna ask this? No, Arjuna, okay, Krishna put him in that state, that is right, but he knew what Arjuna was actually experiencing. Ну, да, есть такой момент, что это Кришна специально в такое состояние Арджуну поместил, но также Кришна, он понимал, что чувствует Арджуна. Krishna put him under the material energy, but also Krishna knows every one of our thoughts. Кришна, с одной стороны, под покров материальной энергии его поместил, с другой стороны, Кришна знает все наши мысли. So her question was, why did Arjuna want to see the opposite side? Oh, because he was feeling great attachment and he wanted to, see who all have come to fight with me. Because instead of getting on with his duty of fighting, he was instead thinking, oh, what about all these people? Why have they come to fight and things like that. А к вашему вопросу, Арджуна почему хотел увидеть? Потому что он хотел увидеть, кто тут пришел со мной сразиться, у него была привязанность к этим людям, вот он хотел на них посмотреть. And that is only because of too much attachment. So Krishna could sense that. То есть здесь единственная причина – это его чрезмерная привязанность к родственникам, и Кришна вот эту привязанность почувствовал. Otherwise, if somebody is going to a war, and what will they do in the war? They have come to fight, so they will start fighting.
Потому что в противном случае это все не имело смысла, вот это желание Арджуны. Понятно, что все собрались сражаться. Если они пришли сражаться, ну понятно, что они будут сражаться, что на них смотреть-то? Instead, he was telling Krishna, I want to go and see everybody. А тут Арджуна Кришне говорит такой, я хочу, говорит, посмотреть на всех. That's very odd, right? In a war. Для вот той ситуации, когда уже битва вот должна была начаться, это было довольно странно. So he was, yeah. Is that okay? Is that clear? Я ответил на ваш вопрос. Может быть, мне непонятно, потому что я же не кшатрий. Кшатрии, они же как бы лицом к лицу и подзадоривают друг друга, дразнят. Вот этот кшатрийский дух, наверное, у Арджуны проявился здесь. Maybe it's difficult for me to understand because I'm not a kshatriya, because kshatriyas, they inspire each other to fight, they insult each other to get aroused for the fight. Mm-hmm. Yeah, because whatever, I mean, they had already decided, everything was discussed. They tried to have peace. It did not work. So they had decided on the war. Ну да, все уже было решено на самом деле. Были попытки как-то решить дела миром, были какие-то переговоры, но они провалились, поэтому всем было ясно, что битва состоится. And still, Arjuna, he was very disturbed. He was not ready for the war. Но несмотря на это, на сердце Арджуны было неспокойно, он был не готов к сражению. So that is because, instead of being focused on the war, he was thinking what will be the outcome. I mean, he was feeling affection for the people. It's natural. И получается, вместо того, чтобы думать об исходе битвы, он тут преисполнился страданием и о будущем вот своих противников задумался. It is natural, but then in the war, nobody, I mean, they would have, whatever all these feelings and thinking would have been finished before. And when you come to the war, you're only thinking about fighting. Это естественный позыв, но не для битвы. На битве думают о том, как сражаться. То есть все эти вещи, они уже уходят на второй план. And nobody says, let me go and see all the people who have come to fight with me. Потому что обычно перед битвой никто не говорит, ну, пойдем, я хочу посмотреть на всех тех, кто решил со мной сражаться. Спасибо большое, Матаджи Према Падмини. Я так поняла, что это случилось из-за того, что у Арджуны были еще сомнения, и он не был окончательно готов. Thank you so much for your explanation. It seems that, at least I understand, that Arjuna still had doubts and he was not ready for the fight. That's why he was asking this. Yes. Thank you. Yeah. Да, спасибо. Спасибо большое, Матаджи Према Падмини, за то, что вы нам уделяете время. Вот вы так очень вдохновляете. У меня такая радость на сердце от того, что я вас вижу и слышу. Thank you so much for spending time with us. I feel great inspiration due to your association, and I feel very happy within my heart. Oh, that's very nice. Thank you, Hare Krishna. Спасибо, очень приятно слышать. Спасибо большое. Да. Нам, похоже, большое спасибо, Према Падмини. Поклон. Может быть, принесем свои поклоны тогда всем слугам Господа. So let's pay obeisances to all the Vaishnavas, servant of the Lord. Yes. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyavacha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnavanki. Спасибо большое всем организаторам. Next Friday. В следующий раз, пожалуйста, записывайте ответы на домашнее задание. Будет еще интересно. Спасибо большое.